Каждый выбирает ту точку зрения, которая отвечает его эмоциональному состоянию. Те, кто с вами не согласен, глупы, продажны и испытывают трудности в личной жизни. А кто любит подвергать сомнению свое мнение? Никто не слышит вас так, как вы говорите. CNN был для нас иконой, образцом журналистики, объективности. Репутация, к сожалению, зависит от того, с кем вы ее обсуждаете. Десакрализация этих людей, правящих миром. Да, возможно, мы вам врем, но и они вам врут. Не все так однозначно. Информационный пузырь, в общем-то, является средством защиты. Насколько возможно докричаться из одного информационного пузыря до другого? Привет, друзья! Насколько мы в редакции объективны? Мне часто задают такой вопрос, и я из раза в раз повторяю, что термину «объективность» лично я предпочитаю объективизм. Это свод правил, которым мы руководствуемся, снимая свои выпуски. Например, предоставление слова разным сторонам входит в этот свод, факт-чек и так далее. В современном мире уже и объективистский подход не выглядит мейнстримовским, прямо скажем. Даже американские медиа, скажем, CNN, которая в годы моей журналистской юности была вообще примером профессиональной, объективной журналистики. Сейчас и довольно давно сильно поменяли и риторику, и стилистику. Теперь упор там не на отстраненном рассказе о событиях, а на мнениях самих журналистов и экспертов, которых они позвали, то есть по факту на разнообразии субъективности. Ну и, разумеется, понятие объективности сильно размылось с появлением соцсетей, где мы закрылись по своим френд-лентам и эхо-камерам, эхо-чемберам. Сегодня поговорим о том, что это подробнее. И где у каждой такой эхо-камеры своя реальность, а все, что этой реальности не соответствует, то фейк-ньюс. Тоже, кстати, важный термин, к которому вернемся. Хотя, конечно, наша склонность искать вокруг в первую очередь то, что подтверждает нашу точку зрения, это не вчера появилось. Вот у меня есть любимая сцена из давнего фильма Люка Бессона «Жанна д'Арк». Там Жанна, уже сидя в плену, в камере, ведет разговор с дьяволом, который пытается пошатнуть ее веру и убеждает ее, что видения, которые, как ей кажется, посланы ей свыше были, просто подгон фактов под желаемый ответ. Жанна ему говорит, что вот видела в поле меч, и это знак свыше. А он отвечает: нет, это просто меч в поле. Приводит ей несколько вариантов того, как этот меч мог туда попасть. Может, владельца меча убили, или он его просто потерял. Но, говорит он, из всего разнообразия вариантов ты выбрала самый мистический, что меч был послан в поле Богом, как знак лично, Жанна, для тебя. И дальше говорит убийственно точную фразу. Ты увидела не то, что произошло, Жанна, а то, что тебе хотелось увидеть. И это же чистая правда. Мы всегда готовы увидеть то, что хотим увидеть. Почему это так нам свойственно? Можно ли и нужно ли пытаться смотреть на мир как-то более объективно? Существует ли вообще термин «объективность» применительно к нашей повседневной жизни? Или это философское понятие, и то, что нам кажется правдой, правдой и является? Когда журналист говорит «объективный», он имеет в виду то, что должен дать слово всем сторонам конфликта, то, что он не должен демонстрировать своих личных предпочтений и выдавать свое мнение за факты. А в науке понятие объективности действует несколько иначе. Само понятие объективности в научном языке появляется только в XIX веке. Потому что наука, она не про объективность изначально, а про истинность. Но начиная с XIX века, по мере того, как ученые начинают использовать все больше и больше визуальных приборов визуализации в своей работе, им начинает казаться, что есть некоторая объективная реальность, которая с ними через эти приборы говорит. И вот в этот момент появляется концепция объективности.
Вы в одном из своих статусов рассуждали о том, каким образом наш мозг мешает нам воспринимать реальность объективно. И в том числе вы упомянули такую концепцию справедливого мира. Расскажите подробнее, пожалуйста, что это? Да, а психологи, братья наши, по науке под концепцией справедливого мира понимают совершенно не такую хорошую вещь, как можно подумать, исходя из самого названия. Потому что слово «справедливость» обладает большим обаянием в наших глазах и ассоциируется с чем-то хорошим. Но концепция справедливого мира – это такой взгляд на жизнь, последователи которого считают, что все происходящее заслуженно. То есть, что добродетель получает награду свою, порок свое наказание. Но какая здесь есть оборотная сторона? Если вы верите, так сказать, в справедливый мир, то вы естественным образом будете думать, что люди, у которых ребенок заболел раком, что-то сделали не то. Или если женщину изнасиловали, то она как-то не так одевалась, не так себя вела, знакомилась не с теми людьми. Более того, вы будете считать, что поскольку вы-то человек хороший, а каждый самого себя в глубине души считает хорошим человеком, если и наделавшим плохих делов, то под влиянием непреодолимых обстоятельств. Так вот, поэтому с вами ничего плохого случиться априори не может. А если и случится, то это не в результате ваших каких-то действий, а это в результате действий других плохих людей, потому что вы совершенно точно хороший человек. То есть концепция справедливого мира не позволяет вам адекватно оценивать влияние обстоятельств, в том числе обстоятельств непреодолимой силы, и является, конечно, если мы посмотрим, так сказать, на расстоянии, на все эти исхищения нашего мозга, является его попыткой справиться с тревожащим ощущением собственного бессилия. Ухищрение нашего мозга, которое мы можем не осознавать, описывает еще один хороший термин, который мне нравится – confirmation bias. Точного русского перевода нет, но можно перевести примерно как «подтверждение предубеждения». Если говорить простыми словами, это когда мы в чем-то уверены или ситуация кажется нам понятной, и тогда мы в первую очередь обратим внимание на те признаки этой ситуации, которые подтверждают нашу точку зрения, нашу правоту, и неосознанно отвергнем те факты, которые эту правоту не подтверждают. Потому что если бы было наоборот, то мы бы вообще слишком часто подвергали сомнению свой собственный жизненный опыт, свое собственное мнение. А кто любит подвергать сомнению свое мнение? Никто не любит. Я прав и точка. Как Владимир Ленин однажды написал, учение Маркса всесильно, потому что верно. Также сюда же относится стремление или там склонность вспоминать последнее услышанное в качестве, скажем так, типичного и распространенного. То есть, грубо говоря, если вам вчера рассказали про то, как у кого-то вынули кошелек в метро, то вы будете думать, что нынче стали кошельки в метро часто воровать. А если, не дай бог, двое знакомых вам про это расскажут, то это точно уже укрепит вас в мысли, что преступность такого рода очень сильно выросла в последнее время. Это все может быть совершенно случайным совпадением и не является никакой статистикой. Может, на самом деле там не изменилось ничего, или наоборот, кривая преступности идет вниз. Но вы будете так думать. Вот это вот confirmation bias в общем смысле. Это, опять же, проявление исконной лени нашего мозга, который одновременно самый тяжко трудящийся наш орган, он все время работает бедный. Во сне только немножко отдыхает и ест очень много калорий, как выясняется. Но он же и ленивый. Он хочет простоты. Он хочет знакомого, хочет привычного. Вообще, когда начинаешь это отслеживать, это так поразительно. То есть на какие ухищрения он идет, чтобы ничего не делать. Мы лучше действительно 7 верст пробежим, как бешеная собака, лишь бы это были привычные 7 верст, которые мы уже раньше пробегали. Но мы не пойдем каким-то новым путем, потому что мы этого, конечно, боимся, очень сильно боимся. Confirmation bias, либо его можно по-другому назвать как туннельный эффект, да, когда ты увидел пару подтверждений того, во что хочется верить, и твой мозг отказывается воспринимать все остальное, ты двигаешься в этом направлении. Оно может оказаться неправильным. Я не случайно позвал в этот выпуск своего товарища, пилота-инструктора Боинга 737 Дениса Оконя. Потому что именно в авиации опасность confirmation bias проявляется ярче всего. Скажем, когда пилот уверен, что самолет находится в какой-то определенной точке или в каком-то определенном положении, и он игнорирует указание на то, что он ошибается.
Например, он игнорирует показания приборов. Хрестоматийная авиакатастрофа по этой причине произошла в 1976-м с Боингом 727 турецких авиалиний, который летел из Стамбула в Анталью. Думаю, многим из вас хорошо знакомое направление. Второй пилот, который какое-то время управлял воздушным судном, командир в тот момент вышел из кабины, увидел внизу, впереди аэропорт Анталии. Он хорошо его знал, много раз туда летал. Он начал снижение и заход на посадку. Он отлично видел взлетную полосу, не сомневался ни в чем. И он проигнорировал тот странный факт, что вообще-то до Анталии было еще лететь минимум полчаса. Он проигнорировал сомнения диспетчера, который сказал ему, что вряд ли он находится в районе Анталии. И как-то пренебрежительно ему сказал в радиоэфире: «Я должен верить тебе или своим глазам». И продолжил заход на посадку. В итоге оказалось, что садится он не в Анталию, а прямо в город Испарта, который находится в 100 километрах севернее. То, что он считал взлетной полосой, было одним из центральных проспектов Испарты, а то, что показалось ему морем, было просто неосвещенной горой. Командир уже в этот момент вернулся в кабину. Они осознали ошибку, но было уже слишком поздно. Они постарались набрать высоту, попытались, но самолет врезался в гору. Горы окружают Испарту со всех сторон. И все 154 человека, находившихся на борту, погибли. Я немножко пришел в ужас от того, как это вообще возможно было, что второй пилот был в кабине, командир вышел, видимо, по каким-то естественным делам. В это время второй пилот решил, что они уже прилетели, хотя там лететь было еще хрен знает сколько. Как? Нас учат сомневаться. Да? Мы самые сомневающиеся люди в мире, потому что нас учат сомневаться во всем. У нас везде консервативный подход. То есть мы стараемся не доверять вот так вот то, что своим глазам. Доверяем и проверяем. То есть нас так учат. Кого-то лучше, кого-то хуже, но вот основная целенаправленность нас, гражданских пилотов, именно вот не доверять. Давай разберем еще один печально известный случай катастрофы Суперджета в одном из первых показательных полетов в 2012 году. Суперопытный экипаж, летчики-испытатели в кабине находятся. Они уверены, что они находятся над полем. Они на самом деле находятся над горами. Автоматические системы самолета их предупреждают. Срабатывает система предупреждения сближения с Землей, и они ее игнорируют. Как такое возможно? Буквально незадолго до этого они обсуждали демонстрацию того, как работает система как раз-таки предупреждения об опасной близости Земли. В кабине был представитель заказчика, и они согласились над тем, что сейчас нам эта система не нужна, потому что здесь гор нет. И в расследовании говорится о том, что это, возможно, тоже повлияло, то есть тоже как тот самый байс, да. Далее самолет продолжал за себя бороться, то есть сработала сигнализация о том, что шасси не выпущено, она срабатывает на ниже определенной высоты по радиовысотомеру. И это их не насторожило, хотя второй пилот постоянно задал вопросы, они максимум, что сделали, перевели самолет в небольшой набор. Скажем, вот нам дают самолеты уже протестированные, да, и мы этим системам верим. То есть если у меня сработает эта система, я знаю, что где-то неподалеку горы, ну, нас так учат, опять же, даже если мы думаем, что у нас все хорошо, у нас это... очень часто такие тренировки бывают, что мы думаем, что все хорошо, тебе раз включает фальшивый сигнал о том, что срабатывает эта самая система. И от нас требуют, чтобы мы сначала делали, а потом думали. Может быть, не всегда это хорошо, но вот этого от нас хотят. Я думаю, что у летчиков-испытателей у них немножко другой подход. И вот здесь вот старый опыт триггернул, и он доверился опыту, а не самолету. И вот самолет в этот раз не врал. Вообще, как бы это confirmation bias, это понятие из психологии и для психологии. Да? То есть уже потом его попытались распространить на все, что угодно. Психолог Питер Вейсон давал своим испытуемым последовательность из чисел, из 3, 2, 4, 6, и спрашивал, какое правило за этим стоит. Люди довольно быстро говорили себе, что за этим стоит правило плюс 2. Хотя на самом деле за этим стояло правило любая восходящая последовательность чисел. И после того, как он им показывал другие последовательности, они говорили, не-не, это уже другая, это не работает. И Питер Вейсон жизнерадостно сообщил миру о том, что человеку в силу его природы, его психической особенности, куда проще подтверждать, чем опровергать. Потому что подтверждение – это дешевая когнитивная операция. Когда Питер Вейсон все это опубликовал, все были счастливы, пока Джошуа Клейман, другой исследователь, не провел исследование того, насколько это воспроизводимая экспериментальная фигня. Выяснилось, что не очень воспроизводимая.
Означает ли это, что нет никакой склонности к подтверждению своей картины мира? Конечно же, есть. Но просто это не confirmation bias. Она лежит гораздо глубже. Она не на поверхности, то, что я вот информацию фильтрую. Она лежит на уровне тех базовых развлечений, через которые мы пропускаем этот мир, чтобы вывести его на монитор. Через тех таких бинарных оппозиций, иногда аборигенских вполне себе, которые для нас являются незыблемыми. Не потому, что мы в них верим, а потому, что мы через них видим. То есть, когда я получаю какую-то информацию, мой мозг сопоставляет это с моим опытом и с тем, что есть уже в нем, и пытается как-то ее объяснить и интерпретировать. Все еще хуже. Вы получаете эту информацию уже закодированную, как вот радаром, как браузером. Да? Он выводит определенным способом вам на монитор. Уже в закодированном виде. Никто не слышит вас так, как вы говорите. В этом смысле мозг каждого человека, если это часть социального мира, использует способы кодирования этого мира. И вы не думайте, что вы донесли что-то людям, люди это оценили, сопоставили, подтвердили или опровергнули. Они просто вас не услышали. Они просто не поняли, что вы сказали. А то, что поняли, это то, что попало на монитор, потому что было определенным образом перекодировано. В условиях небывалого многообразия информационного поля нынешнего, то есть никогда на всех одна Библия, а на самом деле даже не Библия, а витражи в церкви в качестве информационного источника, а второй информационный источник – вывески на лавках. Вот их и почитаем. Так вот, у нас ситуация другая. Не только письменность и книгопечатание, но даже интернет дошел до самых отдаленных районов. Поэтому выбор крайне стал более разнообразен. Просто стал крайне разнообразен. Поэтому каждый может выбрать себе набор фактов, и набор комментаторов, и вообще всю вот эту вот вселенную по своему вкусу. Точно так же, как мы выбираем скринсейвер и фон для рабочего стола на компьютере или в телефоне, обои. Вот точно так же вы можете выбрать себе целый мир. И вам будут ежедневно приходить подтверждения того, насколько вы правы, какой вы молодец, как другие люди думают так же, как и вы, как те, кто с вами не согласен, глупые, продажные и испытывают трудности в личной жизни. И вот так вы будете жить. Тут мы как раз и подошли к тому, о чем я уже упомянул в начале, к эхо-чемберу, эхо-камере. Вы наверняка этот термин слышали, мы сами его не раз употребляли в наших выпусках. Что такое эхо-чембер? Это среда в офлайн и особенно в онлайн-жизни, в которой человек окружает себя только той информацией и только теми мнениями, которые подтверждают его собственное. Почему это называется эхо-камера? Потому что то, что человек слышит, это на самом деле не голоса других людей, а его собственный голос, эхом отраженный от стен этой камеры. Сам термин «эхо-чембер» появился впервые в 2001 году в работе американского профессора Касса Санстейна, который описывает негативные свойства интернет-форумов. Если вы не так молоды, то вы, конечно, помните, что раньше все в интернете сидели именно на форумах. И вот Санстейн пишет, что с развитием интернета, несмотря на расширение круга источников информации, реальная информированность людей будет снижаться. Они будут следить только за правильными, на их взгляд, источниками новостей и игнорировать любые другие. Профессор как в воду глядел. В принципе, в подавляющем большинстве случаев ничего особенно дурного в этом нет. Никто не обязан объять весь мир своей мыслью могучей. Это и невозможно. Количество фактов безгранично. Вы вообще не обязаны даже иметь мнение по тем вопросам, которые вас не касаются. Но плохо, когда вы вот в этом чудесном мире обоев и скринсейверов живете именно в той сфере, которая является сферой вашей ответственности. Ну, например, вы там мать семейства, и вы решили поверить в, скажем, уринотерапию, а также воспитание детей посредством еженедельной порки. Вот это нехорошо. Вы тоже можете найти себе друзей по убеждениям, сообщества, в которых уринотерапевты будут собираться. Тоже там будет у вас обмен мнениями, взаимная поддержка и так далее. Но на ваших детях и на вас это скажется плохо. Если, опять же, эти ваши мнения, они касаются там неправильной внешней политики Соединенных Штатов, то бог бы с вами.
А вот если чего-то, что вас касается, то это беда. Поэтому, если уж говорить о политическом, то наша беда не в том, что народ аполитичен или как-то неправильно настроен, а в том, что нет сменяемости власти. Вот и все, вот проблема-то наша. Вот те люди, которые, собственно, принимают решения, в том числе, например, решение о том, как будет работать машина пропаганды, вот они себе создали волшебный мир, кстати, безо всякой помощи интернета. Просто бумажкой. Видите, не в интернете проблема, а в замкнутости и в авторитаризме. Нет специфичных теорий, которые, или, по крайней мере, мне о них неизвестно, которые бы вот прям были посвящены исключительно информационным пузырям, да, там, и эхокомнатам и так далее. Сколько людей, столько и мнений. И даже среди специалистов по сообществам, по интернет-технологиям, по сетевым, какого-то консенсуса научного нету на эту тему. Все придерживаются разных точек зрения. Илон Маск регулярно заявляет про то, что соцсети это зло, в нынешнем виде это зло. Марк Цукерберг говорит, нет, все прекрасно, замечательно. Павел Дуров рассказывает, с торсом своим, из Дубая, что деньги переоценены, соцсети тоже это наследие, тяжкое наследие прошлого. Контролируйте свою приватность и так далее. Кому что выгодно, тот о том и рассказывает. Вот и есть консенсус, по сути. Само понятие эхо-чембера — это немножко псевдонаучная теория. По исследованиям 2018 года, не более 8% респондентов, это очень малый процент, учитывая ошибки выборки, в США демонстрирует поведение, которое предсказывает теория эхо-чемберов. Только четверть демократов и треть республиканцев, если я правильно воспроизвожу данные, демонстрировали поведение, которое предсказывает теория эхокамеры. Так что я бы здесь был чуть более осторожен. Как минимум, не надо все сводить к интернету, и не надо все сводить к тому, что просто люди замыкаются в своих пузырях. Это не совсем так. А другое дело, что есть такое понятие, как поляризация. Поляризация — это как раз то, что предполагает, что два противостоящих друг другу нарратива, две конкурирующие истории, два способа членения этого мира оказываются в какой-то момент очень похожи друг на друга. Они симметризируются. Например, у нас есть нарратив, в котором есть вражеские, злобные, геополитические враги России, которые спят и видят, как бы ее расчленить. Есть сильный национальный лидер, вокруг которого должны сплотиться все, неравнодушные граждане. Противоположный нарратив предполагает, что есть демократические государства, есть наша отсталая и коррумпированная власть, есть думающие граждане, люди, которые понимают, куда ведет страну диктатор, и есть одурманенное пропагандой быдло. И они абсолютно симметричны. Просто то, что здесь называются наши геополитические враги, здесь называется демократические государства. Здесь называется сильный национальный лидер, здесь называется проклятый диктатор. Здесь называется пятая колонна, здесь называется думающие граждане. Здесь называется патриотичный народ, здесь называется одурманенная пропагандой быдло. Одно и то же событие, безусловно, вызывает разные реакции. Например, новость о внесении о попытке внесения, Ельцин-центров и в список иноагентов. Какой-нибудь супер иронизирует на тему того, что у Ельцин-центров в попечителях Шойгу. Да, какой-нибудь Топас, весьма осторожно говорит, несмотря на всю свою радикальность, что давайте подождем, пока результаты что-нибудь дадут. А Колонел Касат, например, весьма скептично настроенный, в принципе, к этой организации. Даже нет, Стрелков, например. Прям пишет вещи, которые в эфире лучше не произносить по поводу гнусного капища либерастов. И это абсолютно одно и то же событие, которое, кстати, в итоге не произошло, да, по крайней мере, пока, по словам одного из депутатов наших, его невозможно внести в список агентов из-за закона о музеях предыдущих президентов.
В США проблема поляризации стоит очень остро. Практически это даже уже не проблема, это реальность. То есть все разговаривают между собой. Там New York Times, Washington Post, Politico говорят в одну сторону, Fox News, Newsmax, Wall Street Journal. Wall Street Journal еще пытается каким-то образом быть более объективным периодически, хотя их opinion page, то есть мнение, это, конечно, абсолютно правая такая республиканская, даже нельзя сказать республиканская, правая точка зрения. И они все разговаривают между собой и только обращаются друг к другу, если сказать, вот посмотрите, вот эти идиоты слева или эти идиоты справа сказали то-то, а вот мы-то несем настоящую правду или настоящую точку зрения, или точку зрения, которая нужна нашим избирателям. А какую роль Трамп сыграл в создании этой ситуации? Моим коллегам из либеральной прессы всегда очень выгодно говорить, что вот Трамп виноват в том, что происходит. С моей точки зрения, я преподаю пропаганду, я преподаю постправду, я преподаю эти курсы и специально начала их преподавать именно потому, чтобы понять самой, что происходит, и понять, что Трамп на самом деле это симптом. Это симптом, который вышел, взорвал практически ситуацию, которая существовала уже очень много лет. Она существовала, насколько я это помню, приехав в Америку в 1991 году, я помню, что меня уже тогда потрясла поляризация. То есть все за Билла Клинтона, все против Билла Клинтона. То есть то, что Клинтон, предположим, делает что-то хорошее, это не имеет никакого значения, потому что вот он такой. Он плохой, и он выиграл у Джорджа Буша-старшего, и поэтому нужно Клинтона добить ногами. И Трамп просто, он сорвал, как Путин в 2014 году с аннексией Крыма и так далее. Он сорвал паутину вот с этого уже существующего порядка вещей, когда каждый делает, что хочет, но делает вид, что он не делает, что хочет. Он сказал, я совершенно не good guy, и я вот сейчас вам покажу, как для того, чтобы иметь золотой туалет, нужно делать то, что я делаю. И это всех потрясло. Но, в общем, если быть объективными, если мы говорим объективно, если быть честными, то эта ситуация существовала давно. And we will make America great again. Number one, get people. Во-первых, Трампу нужно было заставить людей бояться. В начале своей карьеры он много говорил о высоком уровне преступности, что мы находимся в окружении преступников. Потом начал говорить о других странах, о том, что Китай — это большая угроза, в кавычках, что есть много угроз. В общем, он заставил людей бояться, а потом разозлил их. Внушил, что нужно отомстить Китаю, преступникам, кому угодно. Как мы знаем, в пропаганде должен быть враг. Врагом может быть CNN, врагами могут быть либералы или социалисты. Эта идея уже присутствовала в среде консерваторов. Но с этого момента они начали нападать на либералов, как на социалистов и даже коммунистов. Они нашли врага. Я думаю, что это своего рода рецепт успеха Трампа. И он продолжал привлекать внимание. Он старался быть нескучным, интересным и постоянно удерживать внимание. При Трампе стали возникать формулы, как fake news. See, there's a typical fake news deal. CNN is fake news. That was just fake news by NBC. То есть фальшивые новости, что само по себе оксюморон, он не может быть. У вас или новости, или фальшивые. Они так не бывают. Ну, вообще, на самом деле, термину fake news в исполнении Дональда Трампа предшествовал ровно с тем же значением термин «люгенпресса» в исполнении Адольфа Гитлера. То есть первый человек, который ввел понятие fake news, был Адольф Гитлер, когда объяснял, почему деятельность НСДАП, тогда еще не пришедшую к власти, так несправедливо освещают в прессе. И поэтому понятно, что фейк-ньюс, к нему сложно отнестись как к какому-то осмысленному концепту, требующему научного исследования. Эти фразы и раньше существовали, но я думаю, что в этот момент в США они очень прочно вошли в обиход. Фейковая новость — это фейк, и мы опять возвращаемся в этот мир сумятицы. Ну, это, наверное, фейк. Или, может быть, нам так говорят, потому что хотят нас обмануть. Для меня это очень опасный мир, в котором люди сдаются. Они просто-напросто сдаются и говорят: «Я не знаю, откуда мне знать? Буду считать, что они все просто нас обманывают». Фейк-ньюс не имеет содержания. Фейк-ньюс — это то, как мы называем все, что нам не нравится.
термин «постправда» еще как-то можно пытаться с ним работать. Мы сейчас все время слышим термин «постправда». Объясните, пожалуйста, что он означает? Когда каждый выбирает свою собственную правду. Каждый выбирает ту точку зрения или ту формулу новостей, которая отвечает его эмоциональному состоянию. То есть это не про рациональность, это про эмоциональность. И когда очень много десятилетий человек как бы покупает продукт, он начинает покупать эмоциональный продукт тоже. То есть он покупает тот продукт, который ему в этот момент выгоден и удобен. То есть уже все живут в экосистеме, потому что они не хотят жить вот в той реальности, фактической реальности, которая есть. Каждый день мы сталкиваемся с примерами того, как новости преувеличивают и наделяют двойными смыслами. Например, некоторые СМИ освещают лишь одну часть истории, оставляя какие-то детали без внимания. Приведу вам понятный пример – протесты движения Black Lives Matter. Разумеется, издания с самыми разными политическими взглядами освещают новости по этой теме. Но правые СМИ больше внимания уделяют ущербу, который протестующие наносят недвижимости, нарушениям порядка, тогда как левые СМИ доносят информацию о том, насколько это важно и почему проблемы возникают снова и снова. Это не значит, что кто-то из них продвигает фейковые новости. Но обе стороны подсвечивают те факты, которые находят отклик у их аудитории. Вы почти 30 лет проработали в CNN. Я помню свои первые годы в профессии, как раз это было 30 лет назад, и CNN был для нас иконой, образцом журналистики, объективности. На ваш взгляд, удалось ли каналу сохранить эту репутацию сейчас, этот беспристрастный подход? Думаю, это непростой вопрос, потому что, на мой взгляд, репутация, к сожалению, зависит от того, с кем вы ее обсуждаете. Если в США вы спросите, скажем, у среднего образованного жителя восточного побережья, Чикаго или Калифорнии, объективны ли это СМИ, думаю, он скажет «да». Не стоит забывать, что у нас есть свой внутренний CNN, как я его называю, который работает только в США и отличается от CNN для международного вещания. На этих каналах освещают разные события, и их подходы тоже различаются. И если говорить о внутреннем CNN, то я полностью согласна с вами. 30 лет назад это был очень объективный канал, который, как известно, положил начало круглосуточному информационному вещанию. Но со временем не только в CNN, но и в американских СМИ в целом стали все больше внимания уделять отдельным мнениям. Тед Тернер, знаменитый основатель CNN, хотел просто рассказывать новости на своем канале. Ведущие репортеры должны были прежде всего передавать информацию. При этом им следовало забыть о том, что они американцы, и говорить от лица объективного гражданина всего мира. Таким был ранний CNN. Это было в 80-е, но время ушло, наступили 90-е, и медиасреда стала меняться, появились другие информационные каналы, в том числе Fox. Его генеральным директором тогда был Роджер Айлс, и у него был свой подход к тому, что он называл новостное агентство. Я беру это в кавычки. По его представлению, привычные СМИ, включая CNN, были либеральными, а он хотел создать консервативный источник информации. То есть Fox появился на идеологической основе, в отличие от CNN. И они не просто показывали новости, а внушали зрителю, что теперь он часть большой семьи, у которой есть свои ценности и даже религиозные воззрения, представления об обществе, наконец, свои взгляды на различные вопросы, аборты, права женщин и так далее. И это на самом деле одна семья. И смотря Fox, вы приобщаетесь к ним, становитесь частью их семьи. Они так и называли свой подход – «Fox и семья». И, становясь частью этой семьи, вы автоматически принимаете их мировоззрение. Вся идея академического центра Байдена довольно забавна. Джо Байден – идиот. Он всегда был идиотом даже до слабоумия. Тоже был где-то 90-е годы, когда Руперт Мердок, нашего любимого сериала «Герой», наследники, когда Руперт Мердок сказал: «Ах, это все ерунда, мы сейчас сделаем так, чтобы вам было эмоционально приятно. Мы вот вам расскажем про тот мир, который Клинтона, популярного президента, убирает, и, в общем, вы будете жить в своей вот этой истории консервативной, в которой вы хотите». И сделали совершенно гениальную по пропаганде формулу, когда
их слоган был Fox News Channel. Fair and balanced. это гениально. Справедливые новости. Абсолютно. То есть fair and balanced. Это Fox News, который практически там просто с места в карьер абсолютное вранье. И вот почему и MSNBC, и CBS меньше, и CNN, те, кто раньше занимались новостями, им нужно было догонять Fox News, потому что Fox News люди включались, потому что им это было для души. Я не знаю, почему вам так нравились «Наследники», нравятся. Мне... Потому что они не осуждают, они просто показывают, как есть. Что президентов делает медиа, президент приходит на поклон. Совершенно если верно. Хочет, чтобы его выбрали. Абсолютно. Это соединение сверхактуальности, политической злободневности, пародийности, сатиры на новую этику, на смену политической парадигмы, в том числе олицетворенную приходом, а потом уходом Трампа и трампизма. Это десакрализация этих людей, правящих миром. Мы над ними смеемся, видим, что они никакие не великие. Мы видим, что они довольно жалкие. Но в то же время править-то продолжают они. И вот этот парадокс, он довольно зловещий. И я думаю, что зловещесть этого парадокса тоже завораживает нас. Этот сериал не является утешительным. Он не должен нас успокоить и сказать, нет, все не так, все скоро изменится. Или мы это все вместе изменим, когда увидим, какие они жалкие. Сериал предлагает нам посмеяться над самими собой. В этом тоже его величие. То есть это не эскапистское произведение. Оно могло бы быть эскапистским, если это было бы просто издевка над людьми, у которых в руках власть. К тому же не над настоящими, а над их комическими двойниками. Но это не только издевка. В этом сериале очень много страшного и зловещего. И это сочетание не только трагедии с комедией, но трагедии и хоррора с комедией и фарсом. Я сейчас подумал, что все, что вы говорите, очень подходит как объяснение феномена обаяния Пригожина. 100%. 100%, конечно. Конечно, Пригожин – это готовый герой-наследник. Так как вы хорошо знаете Россию, долгое время работали здесь главой бюро CNN, я хочу спросить вас, сравнима ли поляризация в американских СМИ и в российских сейчас? Я думаю, что это разные явления, у которых есть, тем не менее, некоторые похожие нюансы. Некоторые процессы, о которых мы говорили в связи с Трампом, заставить людей бояться, найти врага, разозлить людей, я думаю, что они происходят и в России. Я бы сказала, что в Соединенных Штатах эта консервативная тенденция началась в 80-е годы. Но она не была навязана правительством. Эти процессы происходили в самом обществе. Люди, которые живут в небольших городах, более религиозны. Они больше боятся грядущих перемен. Также надо упомянуть права сексуальных меньшинств, на которые тоже обращают много внимания. Это все вызвало беспокойство в обществе. Я думаю, что в Соединенных Штатах это в большей степени идет сверху вниз. Это была своего рода трансформация общества. В России, если говорить о Путине, он сосредоточился на СМИ сразу же, как только стал президентом. Он начал подчинять средства массовой информации контролю государства. Так что во многом у меня сложился образ правительства, которое следит и ограничивает информацию и борется с голосами оппозиции, с критикой. Я думаю, что это совсем другой процесс. У нас есть военкоры, вокруг которых организуется один нарратив. У нас есть трансляция официальных СМИ, которым продолжают верить некоторое количество людей. Но и там единого фронта больше нет. Даже для тех, для кого произошедшее 24 февраля было абсолютно чудовищным, ломкой всех их шаблонов, всех представлений о добре и зле, всех мировоззренческих констант. Люди, которые прошли через этот этап, как это возможно, даже они, пересобирая заново свои картины мира, уже не могут договориться о том, что же для этой картины мира теперь будет общим знаменателем. Для большинства из нас война происходит в соцсетях. Объективно для большинства. Для подавляющего большинства населения любой страны, вовлеченной в этот конфликт, война — это соцсети. И там Телеграм, ВКонтакте,
Там у кого-то запрещенные в России соцсети и так далее. У нас нет войн, которые всегда освещались бы через призму одного конкретного канала информации. Это всегда конкуренция, это всегда противостояние разных технологических средств, каждый из которых имеет свои ограничения. Например, в случае с самым известным прецедентом, это Крымская война, в 1854 году, когда появляется телеграф. Становится понятно, что теперь телеграфным репортажам Уильяма Рассела доверяют гораздо больше, чем официальным сводкам с фронта. Надо этому что-то противопоставить британской короне. И мы это можем наблюдать постоянно и на протяжении всего 20-го столетия. Огромное количество исследований, которые показывают, какую роль сыграло радио, например, в пересборке социальных связей внутри оккупированных стран, внутри страны-агрессора и так далее. А сегодня у нас появилось противостояние официальных каналов, прежде всего телевизионных, и телеграм-каналов. И в какой-то момент это выливается в противостояние не только двух средств трансляции информации, но и двух стратегий трансляции мировоззрений. Но тогда появляется другая стратегия, которая называется коллективный газлайтинг. Да, возможно, мы вам врем, но и они вам врут. Не все так однозначно. Вы же не думаете, что если у нас вранье, то у них исключительно правда. Вранье и здесь, и там, и вообще везде вранье. И если у вас нет достоверного источника информации, лучше просто посидите спокойно. Да? Это тоже стратегия пропаганды, просто она нацелена не на укрепление в вас, в ваших убеждениях, а на подрыв любых аксиом. На то, что всей правды мы не знаем и не узнаем никогда. То есть она становится эффективной, люди, не веря в то, что они могут все узнать, предпочитают верить источнику информации, который говорит, вы никогда не узнаете правды. По сути, они предпочитают верить в неверие, да. Они предпочитают в этот момент всячески изолировать себя от любой информации. То есть это уже такая добровольная информационная изоляция. На нас выливается сотни точек зрения на любую проблему. И этих проблем 100, 200, 300, 500. Наши когнитивные ресурсы, мы не приспособлены к обработке такого количества информации с такого количества точек зрения. Это нереально. Человек не может их уместить в голове. Поэтому соцсети и алгоритмы дают нам место, где мы можем защититься от этого многоголосия. Информационный пузырь, в общем-то, является средством защиты. Насколько возможно докричаться из одного информационного пузыря до другого? Вы знаете, я пессимист. Я человек русский, пессимист. Несмотря на то, что большую часть своей жизни уже теперь живу в Америке. Я не видела примеров, когда можно было докричаться. Наоборот, чем... И даже, кстати, вот в этих художественных произведениях и у Орвелла, и у Хаксли, чем больше тебя пытаются убедить в другом, тем больше ты настаиваешь на том, что твоя правда – это правда. А вот они там тебя специально мозги забивают. А это фейк-ньюс? Это фейк-ньюс, это совершенно верно. Ну, то есть вам кажется, что когда человек там говорит, очень часто мы такое слышим в том же Ютубе, покажите этот ролик своим родителям, которые думают по-другому, аргументируйте свою позицию, это не работает. Но я никогда не видела, чтобы можно было кого-то переубедить. Но не в той системе, в которой мы уже больше 20 лет существуем. Это не работает. Это тоже достаточно хорошо исследовано. На эту тему есть и всякие философские эссе типа «Regarding the pain of others». У него была такая работа про то, как люди смотрят на всякие военные фотографии, наблюдая чужую боль. Она там пишет о том, что, в общем, никакого особенного нравственного эффекта не наступает от такого наблюдения, то есть люди не потрясаются душой. Ну, то есть кто-то потрясается, но какого-то массового влияния это не оказывает. Смотрите, когда вы человеку показываете картинку или видео, которая должна подтвердить вашу точку зрения, вы его рассматриваете в этот момент как такую табула раза, как вот кого-то, кто... с чистого листа будет воспринимать эту информацию. А у него уже своих видео там достаточно, и своих фотографий. У него уже сложилось представление. Вы ему, как это слово, он вам 10. Вы ему одно видео, а он вам другое.
И дальше либо он укрепляется, точнее говоря, в убеждении, что его видео правильное, а ваши все поддельные, либо он переходит на следующую стадию, которую тоже очень любит наша пропаганда. Всей правды мы никогда не узнаем. То есть так все запутано и так все сложно, что нечего и разбираться. Все будут всегда в своих эхо-чемберах. Их стены не сломать до конца. Для этого нужен некий консенсус, который даже в Германии вокруг нацизма, после поражения этого нацизма, выработался лет через 20-30. И у нас выработается по поводу прошлого, что это все было, что это все значило. Не значит, что это будет правда, некая правда, что значит правда, непонятно тоже. Но будет некий консенсус общественный. Что это было? Что такое был Путин, что такое был Ельцин, что такое был 93-й год, 96-й год, 91-й год, что такое был разгон НТВ, что такое была Первая и Вторая Чеченская война, что такое была аннексия Крыма. Вот. Пока что нет ясности и внятности ни по одному из этих вопросов. Если вы приходите к человеку и говорите, нет, вы знаете, англосаксы на самом деле не правят миром с целью сократить количество земного населения до золотого миллиарда. Вам трудно переубедить этого человека, потому что он не видал ни англосаксов, ни миллиарда, не представляет себе, сколько это. Он нравится сам себе в роли человека с определенным взглядом на мир. И он с этим взглядом на мир не расстанется ради ваших так называемых аргументов. Поэтому что можно делать? И что вообще работает? Если люди не переубеждаются под влиянием фактов, они переубеждаются под влиянием других людей. Кажется, что это одно и то же. Вы же пришли с фактом. Но на самом деле это немножко разные вещи. То есть вы не предъявляете, опять же, видео или картинку или что-то. Вы предъявляете самого себя, человека с другим мнением. И говорите, вот я думаю так. И вот он, я, так сказать, живой на свободе, и даже порядочный человек, и даже ваш знакомый, кажется. И вообще у нас все так думают. Вот это зарождает сомнения. Все так думают, и он так думает. Я вроде приличный человек, а я-то что? Может, я как-то уже отстал от жизни? Может, и действительно, ну их англосаксов, что я так за них? То есть это создание другой группы? Это создание другой группы, да. Этому же служат всякие приемы типа, которые мы с вами употребляем, да. Ученые доказали. Пользователи соцсетей сказали, заметили. Пользователи соцсетей высмеяли, да. Или, как у Пелевина давно известно, писал Татарский 15 минут спустя, как ему стало это известно. Вот это все тоже создание иной референтной группы, иногда воображаемой. Но все равно надо предъявлять себя. Вот я такой солидный эксперт в галстуке, весь седой, сижу на центральном телевидении и говорю, всем известно, что-нибудь там такое. Это действует на людей. Не факты, а другие люди. Что поделаешь, такие вот мы социальные существа. У нас есть близкий круг, это максимум 7 человек, обычно там 2, 3, 4 человека. У нас есть средние связи, это примерно 20-25 человек. И у нас есть слабые связи. Это примерно 150 человек, 200. Так вот, секрет в том, что мы все равно, скорее всего, современный человек, он все равно имеет вот эти слабые связи, в основном в интернете. И он через интернет с ними коммуницирует. Поэтому сказать, что вот есть люди, которые ни с кем не общаются в интернете и не получают оттуда чего-то и так далее. Да нет, все, в общем, практически, кто моложе, ну, там, лет, ну, давайте скажем, 50, если мы говорим про Россию, так или иначе, очень много общаются через интернет. Но при этом мнение, чем ближе человек, тем его мнение сильнее. То есть, если у тебя твой партнер придерживается какой-то точки зрения, его точка зрения будет намного мощнее, чем точка зрения всех 150 человек, которые у тебя еще есть в твоей жизни. Есть социальные связи. Да, эти социальные связи, они могут быть первичными, например, семейные. Они могут обрастать, например, в процессе какой-то профессиональной деятельности. В какой-то момент в кругу ваших людей, с которыми вот то, что мы с вами говорили, социальных связей, радикально расходятся коллективные представления. Ну, окей. Дальше у вас есть выбор. Например, вы можете сохранить верность своим убеждениям и разорвать социальные связи. Вы можете сказать, мне дороже сохранить отношения с близкими людьми, поэтому я, конечно, от своих убеждений не отказываюсь, но с родителями будем разговаривать в зоне их вменяемости. Но ни одна из двух стратегий не является добродетельной. Ну, то есть нет такого, что вот это изначально правильно. Если они не переубеждаются, переставай разговаривать с матерью. Ну, что, с ума сошли, что ли? Или другая про то, что ты охренел, ты из-за своих убеждений, значит... Перестанешь разговаривать с матерью. Нет однозначного какого-то оценочного ответа. Это просто два способа поведения. Нет такого, что я сейчас выпишу рецепт и скажу, а теперь, пожалуйста, зрители,
редакции, поступайте так. Это было бы с моей стороны немножечко самоуверенно. Как вам кажется, вот то, о чем мы говорили, это результат пропаганды, умышленных действий элит, политиков, которые хотят остаться у власти? Или это более сложный процесс социальной эволюции? Я считаю, что это часть социальной эволюции. И, по моему мнению, один из весомых факторов – это то, что люди, отдельные люди, имеют возможность распространять свои собственные новости. И я не преувеличиваю. Достаточно вспомнить звезд ТикТока, инфлюенсеров из Инстаграма. То есть они стали теми, чем раньше были информационные агентства. Они высказывают свои взгляды, включают видеотрансляции, выкладывают фото, транслируют все возможные идеи. И возникла полная сумятица. Приведу один замечательный пример. Когда только появился ковид, были люди, которые искренне хотели защитить своих друзей от ковида. И они выкладывали информацию, которую находили в сети, и часть из которой была ложной. Они выкладывали эту информацию с самыми лучшими намерениями, думая, что помогают друзьям. Но они распространяли пропаганду, фейковые новости. Так что дело не только в правительстве. Власти представляют огромную проблему, но дело и в нас самих. Что делать? Заранее знать о том, что вы видите этот мир через категории, которые через развлечения, через ячейки, которые заданы вашей картиной мира, вашим языком восприятия. Картиной мира не как система убеждений, а вот буквально как системой настроек взгляда. Зная об этом, вы должны рефлексировать и анализировать, откуда они взялись. Читать книги, которые позволяют показать другие развлечения, альтернативные способы кодирования. Это не значит, что эти очки не надо носить. Это значит, что надо знать, как они устроены. Вот и все. Критическое же мышление – это как раз один из способов отключить мозг, а не включить его. Вы включаете мозг, когда, во-первых, обнаруживаете у себя на глазах очки, а во-вторых, начинаете изучать, как ваша собственная картина мира, ваши собственные настройки взгляда, ваш язык, как они устроены. Вы выключаете его, когда говорите: «Все, я понял правду, на самом деле вот классовый конфликт, например». Или «вот коллективное бессознательное». Вот в этот момент критическое мышление, которое говорит: «Не доверяй глазам своим, потому что ты правду должен знать, и она за», ты должен подозрительно относиться к любой информации, разбирая ее по частям. Нет, главное, к чему вы должны относиться подозрительно, это к самоочевидностям, которые уже инсталлированы у вас в голове. Ну вот, друзья, возможно, вам показалось, что суждения, высказанные в этом выпуске, излишне сложны. Возможно, они местами сложно сформулированы, но в целом, на мой взгляд, сводятся к простому тезису, который провисел у меня за спиной весь этот выпуск, и который мы все время в наших выпусках повторяем: выводы делайте сами. По-моему, все сказано ровно об этом. Еще одно тут важно, как мне кажется, помнить. Не надо бояться думать не как все. У нас эта привычка к стадности, она, знаете, откуда? Она из первобытных времен, когда отбиться от группы, от стаи значило погибнуть где-нибудь в лесу от когтей диких животных. В современном мире человек способен выживать в одиночку. В конце концов, и об этом мы тоже как-то говорили в наших выпусках, согласно известной максиме, есть только звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас. И если звездное небо можно отнести как раз к объективной реальности, то за свой нравственный закон каждый несет ответственность сам и будет в конечном итоге отвечать лично. Это редакция. Если вам нравится наш канал, пожалуйста, подпишитесь. Скоро увидимся.